От пациента. В июле этого года слева, под челюстью, заметил вздутие под кожей. Мягкое, маленькое, неболезненное. За 3 дня до этого вырвал зуб мудрости слева вверху. После санации зуба вся левая сторона была как немая. Болело даже ухо. Опухоль немного стала расти. Доросла до размера с маленький грецкий орех и остановилась. Боли не было. В начале сентября по утрам стало больно слюну глотать. Обратился к терапевту. Она направила к хирургу с подозрением на кисту. 8 октября сделал УЗИ, воспаление лимфатического узла. До УЗИ лор поставила такой же диагноз. Назначила уколы антибиотика и полоскание горла хлорофилипт. Опухоль уменьшилась раза в 3. Першения почти нет. Температура в норме. Дыхание в норме. Давление в норме. С едой тоже все в норме. Быстрой потери веса не было. Единственное, усталость и клонит в сон. Лор посоветовала обратиться к онкологу. Он выписал направление в областной онкодиспансер. Там взяли биопсию и сделали КТ, определили рак, сказали, что надо вырезать гортань и голосовые связки. Выписку КТ мне не выдали. Дали только диск, что на нем я понятия не имею. Мне нужна ваша помощь снять с диска нужную информацию. И немного объяснить, что к чему. Просто расшифруйте на доступном мне языке. С моими сегодняшними заболеваниями сердца и печени, рак. Он просто болезнь. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 58 лет. Дата исследования 3 ноября 2020 года. Область исследования – мягкие ткани шеи с внутривенным болюсным контрастным усилением. На серии МСКДа области шеи получено четкое изображение зоны исследования в аксиальной, корональной, сагитальной плоскости, использована трехмерная реконструкция. Анатомические пространства шеи хорошо дифференцируются. Заглоточное пространство, окологлоточное пространство, передняя и задняя шейная области не изменены. Носоглотка без патологических изменений. Щитовидное железо симметрично. Денситометрические показатели не изменены. Обращает на себя внимание увеличение левой черполонадгортанной связки аксиальным размером до 24 на 16 мм, плотностью до плюс 28 плюс 43 Хаунсфилда, в артериальную фазу плотность до плюс 77 плюс 95 Хаунсфилда, в венозную до плюс 60 плюс 88 Хаунсфилда. Образование распространяется на левую стенку гортани, доходит до щитовидного хряща, без признаков деструкции его краниокаудальный размер опухоли до 39 мм. Левый грушевидный синус компримирован. Левая голосовая связка также несколько увеличена, вовлечена в процесс. Трахея без особенностей, подъязычная кость структурна. Слева под углом нижней челюсти визуализируется лимфоузел размером 29 на 27 на 31 мм. Активно копящий контраст. С обеих сторон визуализируются единичные лимфоузлы размером до 15 на 10 мм. Структура и размеры околоушных слюнных желез не изменены, контуры их четкие. Сосуды шеи без видимой патологии. Костно-деструктивных и свежих костно-травматических изменений не выявлено. КТ – признаки умеренно выраженных дегенеративно-дистрофических изменений шейного отдела позвоночника. Заключение: КТ-картина образования гортани, секундарное поражение лимфоузлов шеи. Рекомендована консультация онколога, ассистент кафедры КМ. Котов Максим Анатольевич. Комментарий врача-рентгенолога. В целом ситуация у вас неблагоприятная. В гортани массивная опухоль 3 на 4 см. По КТ-признакам более вероятно, что это злокачественное образование. Также есть признаки поражения метастазов в лимфоузлы шеи. Один более крупный, который видели на УЗИ, но есть изменения и в других лимфоузлах шеи. Вам нужно обратиться к онкологу с этими результатами. Метастазы – это вторичные опухолевые образования, которые возникают в результате рассеивания злокачественных клеток из первичных очагов. Они могут распространяться по всему организму, поражая практически любой орган, однако в подавляющем большинстве случаев первые метастазы обнаруживаются в лимфоузлах. Симптомы метастазов в шейных лимфоузлах: уплотнение, которые различают на фоне лимфоузлов визуально или путем ощупывания, постоянная слабость, головная боль, недостаток гемоглобина, гипертермия, печень увеличивается в размерах, нарушение нервной системы, гиперемия эпидермиса, резкое снижение веса, диагностика поражения лимфоузлов шеи, УЗИ, ультразвуковое исследование, КТ, компьютерная томография, МРТ мягких тканей шеи, контрастная лимфангиография,
Эндоскопические методы исследования. С помощью специальной оптической техники производится осмотр внутренних полостей и органов. ПЭТ-КТ, позволяющий диагностировать даже микрометастазы размером всего несколько миллиметров, которые невозможно детектировать другими методами исследования. Прогноз метастазов в лимфоузлах шеи. Чем раньше обнаружены метастазы в шейном лимфоузле, тем благоприятнее исход и прогноз специалистов. При ранней диагностике пациенту смогут блокировать процесс разрастания новообразования. Без точного обследования ни один врач лишь по визуальным признакам не сможет дать точный прогноз дальнейшего ракового процесса, так как все зависит от места поражения, степени и стадии патологии. Но все же можно утверждать о положительной динамике, если метастазирование находит недалеко от первичного очага. Так, распространение метастаз в лимфатические узлы шеи при ее меланоме или поражении головы имеет не самый лучший прогноз. Такая онкология отсчитывает больному 5 лет жизни в 48 случаев. Неблагоприятный исход ожидает пациентов, у которых 4-я стадия. Поэтому при малейших подозрениях на наличие непонятного уплотнения, следует посетить специалиста.